One? Give me two. Уже сейчас, в 2026 году, китайцы пихают искусственный интеллект буквально во все. И мониторы, и очки, и караоке, и игрушки, даже ИИ, который анализирует МРТ и говорит, что у тебя с зубами. Представляешь? Страшно, очень страшно. Это уже не будущее, это тренд, который они сейчас активно продвигают в каждый товар. Сегодня я покажу вам самые интересные штуки с ИИ, которые я нашел на выставках, и объясню, почему большинство из них скоро заменит привычные нам вещи. Погнали! Прикольный товар. Чтобы тебя слышали на всю выставку, когда ты идешь, говоришь. Раз. Вот такой кот с искусственным интеллектом стоит где-то $40. Это не оптовая цена, то есть это просто розничная цена. Мягкий такой, приятный. Бля, как его можно вот прям... Нет, надо нежнее делать. Вот так. Гладить. Не так? Я люблю вот так. Здесь. Кот реально похож на нее. Ребят, смотрите, какую прикольную сделали игрушку. Значит, вот такая вот стоечка, которая внутри мультипликационный какой-то персонаж, либо вы можете сделать свой, тот, который захотите, можете себя сделать, либо можете сделать вообще своего трудовика и сидеть с ним общаться, как с чатом GPT. Классный ассистент, сейчас спрошу, сколько он стоит. $500, $200, $500, $500. А для меня? Для тебя? Да. 200? Нет. Ты мой друг, поэтому бесплатно. Хорошо. Окей. Я буду твоим другом. Все делают что-то с искусственным интеллектом. Обязательно подключенное к Taobao AI. Taobao. Yeah, Taobao. You know. Yes. It's, Это крутой AI. Сейчас китаец нам что-то интересное показывать будет. Говорит, сейчас покажу кое-что популярное. Там внутри есть камера. Ты можешь использовать приложение для управления этой штуки. Ты можешь следить за котом, также за женой, за детьми, следить за мамой и также за собакой. За всеми. Смотри, такой домашний робот, который катается, и ты можешь посмотреть в каждый угол своей квартиры. Он говорит, можешь посмотреть за чем угодно. Вот таким образом выглядит. Вот Какая цена? $130. А если я закажу сотню штук? Сотню штук? 150. 100. Очень злой китаец. Желаю больше денег и покупателей. Тебе тоже. Пароход перемещается в другую точку. Друзья, можно четко сказать, что очки с искусственным интеллектом, в котором ты можешь видеть перевод текста. Вот я сейчас вижу время, например, дату, вижу, насколько заряжены эти очки. Также здесь есть карта, ты можешь проложить маршрут и идти там, в чужом городе, тебе будет показывать направо-налево через сколько метров. И вот такие очки стоят, я у него спросил, можно ли дешевле, чем $100? Он говорит, давай после выставки поговорим. Ну, то есть, другими словами, означает, что да. То есть, ниже $100 стоят уже очки с искусственным интеллектом. Единственное, что чем они сейчас уже начинают отличаться, я вижу по разным стендам, это их дизайнами. То есть, механизм, понятно, что везде примерно одинаков. У кого лучше дизайн очков, те и будут продаваться. $100. Прикинь, и это не опт. То есть, на опт это еще дешевле. Технологии. Вот новый тренд, который у нас появится в ближайшее время. Вот можно заходить. Берите, заходите. Пишите в комментах, что думаете по этому поводу. Для нашего приложения нам надо сфотографировать ваш язык. Хорошо. Цвет вашего языка красный. Это хорошо? Да. Девочка сделала только что фото моего языка с помощью искусственного интеллекта, определила, что мне нужно сделать по здоровью, какая у меня вообще ситуация, и дала мне реально рекомендации. Итак, это мой рецепт, друзья. Пить чай с разными травами мне прописали, вот обвели кружочками. Вот такая ситуация. Так что с искусственным интеллектом даже вот такие маленькие девчонки могут быть уже докторами. Спасибо! Ребят, смотрите, что китайцы придумали. Значит, искусственный интеллект, который может тебе по твоему МРТ зубов сразу же выдать диагнозы и рекомендации, что тебе в твоих зубах нужно сделать. Вот оригинальный МРТ. Дальше ты
задействуешь искусственный интеллект, и по каждому зубу тебе показывает, что тебе нужно делать в каждом из зубов. И говорит, что здесь вот зуба нет, но здесь тоже есть проблема киста, с которой нужно, возможно, тоже поработать. Работа стоматолога уже становится менее нужна. Скоро появятся еще какие-то роботы, которые по этому диагнозу будут тебе еще чинить зубы. Хотя я, если честно, все-таки доверяю своему стоматологу больше. Это не киста, это восьмерки. Где? Ну, это не важно. Это OLED-монитор. И этот OLED-монитор с AI-функциями. Сейчас покажу эти функции. Первая функция. Вот пример показан на экране. Это шутер, и мы видим слева обычный режим, а справа режим AI подсвечивания противника. И вот мы видим, как во время игры противник подсвечивается. Нифига себе. Говорю, нифига себе, он говорит, yes. Ребят, короче, монитор с искусственным интеллектом, если ты играешь в какую-то игру, он тебе подсвечивает объекты. То есть, например, если кто-то сидит со слоном в контре, вот, то он тебе его подсвечивает, прикинь. То есть, если бросает, например, световую гранату, то этот монитор с искусственным интеллектом открывается картинка на 1,5 секунды быстрее, чем на обычном мониторе. Монитор с щитами стоит $530, 3D-монитор 630. И вот такой, как бы там, супер качеством $640 стоит. Но здесь качество, посмотри, картинки просто вообще пушка максимальная. Nice. Круто, Thank you so спасибо much. огромное. Have a nice day. Смотри, прикольные бейджики. То есть ты можешь с телефона, с приложения установить здесь любое изображение там, или имя, фамилия. И, соответственно, у тебя будет вот такой вот бейджик. $16 стоит такой бейджик, прикольно. Также у нас есть маленького размера. И And какая what цена price? маленького? What $8. $8 меньше размер. Это This AI. Да. And this И AI тут too? AI. Да. And Тут this тоже AI too? AI. Да. Сейчас каждая уважающая себя китайская компания обязательно делает продукт с искусственным интеллектом, с AI. Я говорю, в чем искусственный интеллект? Она говорит, ну, например, ты здесь вводишь какой-то текст, который ты хочешь, и искусственный интеллект автоматически создает тебе фото или видео и так далее. В любых темах сейчас, как новый тренд в Китае, это обязательно создать продукт с искусственным интеллектом. Хорошо, Окей, можно may I взять have one один sample? образец? Конечно. For free? Бесплатно? Извините. Это мое. Ты видел? Забирает у меня. Я дам тебе секретную цену. 300 йен. Хорошо. Окей, 100 100 RMB, йен, окей? нормально? No, Нет, мне I надо need this этот, one, big большой. one. Потому что ты известный, если я дам тебе за 100, и все будут знать, что он стоит 100. Я этого делать не буду. Я никому не скажу, что он стоит 100. Ты же записываешь видео. Ребят, смотрите, это робот Reception. Также можно кастомизировать, поставить ту, которую вы хотите. То есть в любой одежде, мужчина, женщина, да, вот, например, то есть вот в такой одежде, хоть без одежды, как угодно. $30 тысяч стоит обычная неперемещаемая такая вот, и перемещаемый такой на колесиках, здесь с большим количеством наворотов $60 тысяч. Язык может быть любой, то есть может быть там английский, украинский, то есть они используют искусственный интеллект, помогут тебе настроить под тебя этот робот Reception, но если честно, мне кажется, ну, что пока это оффер до хрена $30 тысяч, $60 тысяч за такую штуку. По факту стекло с девочкой, которая стоит $60 тысяч, ну камон. 2 года назад я был дома у своего китайского партнера в Шэньчжэне. У него похожий аппарат с фитнес-тренером, и он стоил примерно $7 тысяч. $7 тысяч? Почему этот стоит $60 тысяч? Я не понимаю. У нас есть 4 девайса и полный сервис к ним, и у нас есть очень качественная гарантия. Аватары очень гибкие для кастомизации и очень стабильные. Дайте свой WeChat. Возьмите апельсины, это подарок. 1, дайте 2. Все с розового цвета, смотри. Колоночки, клавиатуры. О, это прям такая классная, качественная, слушай, прям тяжелая. Если ей дать по голове, то реально может человек сознание потерять. Смотри, какой шнур. Type-C, раз. Все такое классное, качественное. Гля, какие прикольные наушники. Смотри, сумка, открываешь. Оп.
Говорит, это игрушка с искусственным интеллектом, у нее 13 языков, можно разговаривать, если есть Wi-Fi. То есть любая уважающаяся фабрика сейчас вот на этой выставке имеет своего покупателя. Hello? Алло. Hello? И такой именно здоровый мужик сидит внутри, такой connected to Wi-Fi. Бам! Такое зеркало? Можно взять один образец? Да-да, конечно, сейчас организуем. На. Так просто. Когда ты с большим начальником, то все просто. Вот мне эта выставка нравится. Я эту выставку очень люблю за то, что здесь всегда не сильно много людей, здесь большие такие площадя и не сильно много людей. Вот здесь нет такого откровенного какого-то шлака. То есть здесь вот отобранный товар естественным путем, стоимостью стенда для фабрик. Цена за стенд очень высока. Такие торговые компании, которые на Кантоне есть, такие типа начинающие, так сказать, какие-то аферюги такие легкие. Их здесь нет, потому что очень высокая стоимость стенда. Поэтому здесь и качество товара такое достаточно высокое. Говорит, что сейчас у меня волосы вырастут, будут такие, как у нее, если полчаса в ней посижу. Давай хотя бы 3 минуты, так чтобы к барберу не идти через пару дней. Друзья, такой шлем стоит 500 баксов. Дважды в день его одеваешь по полчаса, и твои волосы начинают расти сильно быстрее. Я считаю ее лучше многих лекарств. Может, лучше и волосы купить за 500 баксов? Ну, каждый уже там вырешит себе сам. Каждый уважающий барбер должен такую штуку иметь. Рассказать клиентам, что надо одевать это Для того, чтобы избежать внезапной смерти, и всем своим лучшим клиентам, которые не смотрят на цену, такую подарить. Будильник, которому можно говорить голосом: так, все хорош, я буду сегодня спать. Но мне кажется, это проигрышная история, такой будильник себе покупать. Цена $30. Я говорю, оптовая цена. Он говорит, на $20 меньше. Ну, то есть, соответственно, 10. Ну, что не сказать сразу 10. Скажите, что это такое? Это AI-девайс для заметок, который может записывать встречи и делать выжимку из нее, и потом отправлять это всем участникам. Как говорится, за разговор нужно отвечать. Да, и эта штучка в этом поможет. $25 опт. $50 стоит в розницу. Прикинь, очки, говорит, стоят вообще $24. За $24 они с искусственным интеллектом, то есть с ними можно разговаривать, там встроена камера, можно как по телефону разговаривать, и можно включать музыку, можно подключать к своему плейлисту. 24 бакса, представляешь? А что там по опту вообще? А сколько это будет стоить там через 2 года? Ну неужели такие очки будут стоить уже там 10 баксов? Ну это вообще, конечно, $24 с кучей наворотов. Tuya — это известный китайский бренд, чем-то подобный на Xiaomi. Это тот момент, когда китайцы просто начали делать качественные продукты, то есть отбирать фабрики, которые делают, так скажем, популярные товары, которые они считают, и они делают их качественно, ну там на 4 с плюсом. Свои приложения там для разных продуктов, они работают в направлении умный дом, у них разные умные гаджеты. Это тот момент, когда китайцы делают качественно, и просто взять дистрибьюцию этой компании на любую страну мира реально выгодно. Когда пришел в одно место, взял дистрибьюцию, и больше ничего искать не надо. У них вот такой огромный ассортимент, они дают классную маржу для того, чтобы зарабатывать. То есть и все, и выдерживают дальше уже условия по дистрибьюции, чтобы никто другой не покупал, то есть можешь эксклюзивно с ними договориться и работать. Really? Футбол в 3D? А ну-ка сейчас попробуем. В 3D, говорит, футбол можно смотреть. Вау, вот это круто. Серьезно, в 3D? $3000 стоит вот этот телевизор и очки. Комплект. Какая операционка внутри? Android. Android. Значит, можно подключить YouTube? Да, конечно. All system, yeah? То есть вы поняли, в чем прикол? Это телевизор, который обычный контент трансформирует в 3D контент. То есть, соответственно, ты все что угодно включаешь, одеваешь очки, и у тебя реально 3D контент. Вот этот футбол — это просто обычный футбол на ютубчике. 3 штуки баксов, у тебя любой контент в 3D. Даже китаец выглядит объемно в 3D. Прикольная штука, смотри, какая маленькая, как пульт. Это 3D-сканер, который за 1 минуту может сделать сканирование, так сказать, любого объекта, вот, например, кроссовок. За 1 минуту у тебя будет в 3D кроссовок, то есть, ну, любой предмет. Смотри, объект 3D, вот этот кроссовок, ровно за 1 минуту эта штука сделает. Например, для маркетплейсов, там, для сайтов, сделать объект 3D вообще супер. Какая цена? Примерно 2000 баксов. 2000 баксов хочет за такой пульт. Дороговато, да? Если качественно, может быть и окей. Вот
вот такой вот аппарат массажный. Он еще и дополнительно к массажу там делает какой-то массаж с электротоком. Также у него там какая-то присоска одевается со специальным присасыванием, так сказать, типа банок что-то. Через планшет полностью управляется, то есть 18 штук баксов. Как-то вообще очень доступно, как по мне. Пытался у нее спросить, можно ли здесь повесить платежную систему, чтобы каждый мог ложиться и ему делался массаж за деньги. Но я вот в моменте подумал, а что если ты ляжешь, вокруг не будет никого, ты будешь сам, и этот автомат вдруг проломит тебе печень. Хотя у некоторых и так бывают они пробиты без робота. И сейчас сделает мой как бы полный анализ тела. После этого ты берешь свой телефон, сканируешь QR-код, и у тебя в телефоне полностью вся информация про твой организм. Следующий шаг — это обработка этих данных через наш AI-сервис для получения общих рекомендаций. Твой рейтинг тела — твердый нормис, твоя мускулатура в полном порядке, но в то же время твой жир на очень высоком уровне. Это значит, что ты очень хорошо кушаешь. Это очень хорошо? Нет, это плохо. Потому что очень высокий уровень — это плохо. Тебе надо кушать меньше сахара, меньше масла и меньше соли. Окей. Мне уже не нравятся эти анализы. Sorry? Если вам интересно, я могу дать вам образец. Какая цена? 9 йен. В долларах? 1,3 доллара. Чувак догнал меня, просто продает по 1,2 доллара AirTag. Дешевле, чем где-либо на стенде мне предлагали. Вот так вот, как обычно. С рук всегда дешевле. Интересно, он не кладовщик чей-то? Окей? Это для Apple, а это для Android и Apple. Мне надо на Apple. Спасибо, на связи. Говорит, если тебе интересно, реально, дай мне свой WeChat, я тебе подарю бесплатно. Маркетинг за $1. Он просто вылавливает на выставке иностранцев, и я сразу для него перспективный лид. За $1 покупка лида. Даже если он таких, как я, 30 купит, один сработает, ему отобьется все с литвой. То есть такой лид, как бы, если купит, то сразу оптовую партию, там, 1000 штук, там, 2000 и больше. А это сразу же $1000, 2000 и больше заработку. Да, так что некоторые китайцы стенды себе берут, а некоторые китайцы покупают себе вот таких вот селзов, которые ходят по выставке за $100 в день максимум. А еще для самых внимательных, так сказать, вы сразу понимаете тренд. Потому что если бы AirTag был не трендовым товаром, его бы таким образом не рекламировали. Так было со спиннерами и с другими популярными товарами. То есть если товар вот так вот на улицах продают, то это означает, что это супер тренд и нужно обратить на него внимание. Ребят, смотрите, какой прикольный товар китайцы придумали. Здесь ящерица сидит. Это камера, прикинь. То есть камера, которая специально наблюдает внутрь, там, за ящерицей, там, или она может наблюдать, там, аквариум. Подключаешь просто павербанк, и все, у тебя работает камера, отслеживает там ящерицу. Реально, даже ящерицам уже покоя не дают. $15 стоит такая камера у них, смотри, а тут 2 камеры. Если что, то можно было и в 3D смотреть за своей ящерицей, рядом с ней сидеть. Что это такое? Это революция в караоке. Круто. Я могу попробовать. Вместе? Together. I wonder how, I wonder why, I wonder where they are. The days we had, the song we sang together. Караоке работает таким образом. Значит, нажимаешь кнопку, и оно приглушает голос. Смотри. А музыка остается, соответственно, ты поешь уже как бы под музычку. Если у тебя, конечно, голос хороший. Oh, my love. Поздравляю нас. Какая цена? $7. $7. Крутая цена для всех. С какой ты страны? Украина. О, Украина. Храни вас Бог. Спасибо. Я поддерживаю вас. Это работает с айфоном? iPhone? Вообще с любым телефоном, потому что это физическое удаление голоса с аудиосигнала. Прикольно, то есть можно просто открыть медіатеку в iTunes. Раптом ледь не вмираєш, життя дає тобі здачі, планета з-під ніг тікає. Могу взять образец? Не-не-не, у меня всего один. Всего один? Классный продукт, $7 стоит всего-навсего. Спокойно, я думаю, долларов по 15, можно 20 продавать. А может и по 50.
Ну что, друзья, после всего, что я сегодня увидел, становится понятно одно. ИИ уже не просто тренд. Это новый стандарт, который китайцы ставят в каждый товар. Кто-то будет жаловаться, а кто-то просто зарабатывать на этом. В следующем выпуске мы продолжим разговор о том, как эти изменения повлияют на наш бизнес. Подписывайся, чтобы не пропустить. Ставь лайк, если зашло. Ну и традиционно. До встречи. My love. Yeah.